Среди бескрайних глубин Тихого океана, под слоями синей воды и страха перед неизвестным скрывалась тайна, которая могла бы изменить представление человечества о собственной истории. Уже много лет ученые и искатели приключений выдвигали теории о существовании затерянных цивилизаций, но никто не ожидал, что одна из таких теорий обретет реальность. Обнаружение огромного подводного города стало настоящей сенсацией, которую не могли игнорировать ни научные журналы, ни новостные каналы. На дне океана, на глубине в 1000 футов, были найдены величественные руины, остатки города, который, по оценкам ученых, мог существовать многие века назад. Это открытие было сделано благодаря инновационным технологиям, позволяющим проводить исследования на большой глубине. Результаты, полученные с помощью подводных дронов и высокоточных сонаров, показали не только очертания древних строений, но и сложную структуру города, который когда-то кипел жизнью. Стены, сложенные из неизвестного науке материала, устояли перед напором времени и воды. Высокие башни, украшенные загадочными узорами, возвышались среди песка и кораллов, точно сигнализируя о своем былом величии. Океаническое дно напоминало большой пазл, где каждый кусочек истории ждал своего часа, чтобы быть открытым и исследованным. Это открытие подняло целую волну вопросов. Кто были эти загадочные строители и почему их следы так тщательно скрыты водой и временем? Но самое интригующее ожидало впереди. Исследования лишь начались, и ученые только приступили к разгадке тайны города, скрытого веками. Впереди их ждала истинная головоломка, неожиданные находки, способные поставить под сомнение современные представления о древних цивилизациях. И именно это делало исследование столь захватывающим. Когда исследователи начали детально изучать руины, они столкнулись с удивительными находками, которые бросали вызов всему, что мы знали о древних цивилизациях. На дне океана были обнаружены многочисленные артефакты, чей возраст, по предварительным оценкам, насчитывал несколько тысяч лет. Металлические конструкции, чей состав пока остается загадкой, выглядели практически нетронутыми временем, что вызывало недоумение среди ученых. Некоторые из обнаруженных предметов напоминали современные инструменты, но с гораздо более сложным устройством. Например, исследователи нашли загадочные механизмы, напоминающие часы, но их назначение пока неизвестно. Эти предметы были покрыты резьбой с символами, чья расшифровка могла бы пролить свет на технологические возможности древних мастеров. Находки не ограничивались только технологиями. Подводные камеры запечатлели огромные статуи, созданные с поразительной детализацией. Эти скульптуры изображали людей с необычными чертами лица и длинными одеждами, которые, возможно, свидетельствовали о существовании уникальной культуры. Вокруг статуи лежали куски керамики, расписанные сложными орнаментами, которые еще предстоит изучить. Но самым неожиданным открытием стали древние письмена, вырезанные на каменных плитах. Эти тексты пока остаются загадкой, но ученые уверены, что их расшифровка поможет понять, как функционировал этот загадочный город. С каждой новой находкой исследователи приближались к раскрытию тайн, которые могли бы изменить существующие представления о древних цивилизациях. Впереди были открытия, которые обещали быть еще более ошеломляющими и необычными. Некоторые из найденных артефактов выглядели как инструменты, способные выполнять задачи, которые современные технологии только начинают осваивать. Металлические конструкции с непонятными механизмами излучали ощущение незавершенного технологического совершенства. Один из таких артефактов, напоминающий по форме шестеренку, на самом деле был сложной системой деталей, чье назначение пока неизвестно. Эти загадочные находки заставляют задаваться вопросом, не опережали ли строители этого города свое время и не пользовались ли технологиями, которые мы только начинаем понимать. В числе артефактов также были обнаружены предметы, которые нельзя было отнести к известным категориям. Например, кристаллы, окруженные металлическими обручами и соединенные с непонятными проводами. Исследователи предположили, что это могло быть связано с энергетическими экспериментами, которые древние пытались проводить. Внимание ученых привлекли также тяжелые металлические коробки с непонятными замками и сложной системой фиксации, которых до сих пор не удается вскрыть. Все это вызывало множество вопросов и развязывало настоящие дебаты среди экспертов. Еще одной сенсацией стали найденные карты звездного неба, выгравированные на каменных плитах. Эти карты поражали своей точностью и детализацией, указывая на знание небесных тел, которое не укладывается в рамки нашего понимания тех времен. Рядом с этими картами обнаружили сложные устройства, напоминающие астролябии, но с более широкими функциональными возможностями. Каждая находка добавляла новый слой к загадке города, который, казалось, был на шаг впереди своего времени. Исследователи понимали, что это только начало, и что впереди их ожидают открытия, которые могут перевернуть все представления о прошлом нашей планеты и позволить заглянуть в тайны, которые, казалось, навсегда были скрыты океанскими водами.
Исследования подводного города в Тихом океане продолжаются, и вскоре ученые сталкиваются с еще более интригующей загадкой — исчезнувшим народом, который оставил после себя целый город. Кто были эти люди? Какие технологии позволили им создать такую сложную инфраструктуру на глубине, где современные инженеры боятся экспериментировать? Первые находки, такие как письмена и артефакты, указывают на высокоразвитую культуру, чьи достижения казались невероятными для своего времени. Некоторые символы, найденные в этом подводном городе, имеют сходство с другими древними цивилизациями, но при этом обладают уникальными особенностями, которых не встречалось ранее. Это дало ученым повод задуматься о возможных контактах с другими культурами, которые существовали на Земле. Возможно, это было процветающее общество, способное к инновациям и культурному обмену, что объясняет разнообразие найденных артефактов. Керамика, найденная среди руин, содержит изображения, напоминающие сцены из повседневной жизни этого народа. Они показывают людей, которые, несмотря на свою изоляцию, имели сложную социальную структуру и, возможно, развитую экономику. Эти артефакты позволяют предположить, что город функционировал как центр торговли и обмена, привлекая к себе внимание других культур. Одной из самых интригующих находок являются захоронения, которые скрывали останки людей с отличительными физическими особенностями. Эти различия в строении скелета могут указывать на уникальные генетические черты этого народа или же на влияние смешения с другими народами. Однако, пока эти находки только добавляют вопросов в общую головоломку, ученые надеются, что дальнейшие исследования помогут пролить свет на тайну этого загадочного народа. Исчезновение этой цивилизации является еще одной загадкой, над разгадкой которой предстоит потрудиться. Были ли они жертвами природного катаклизма, или же город был покинут по иной причине? Ответы на эти вопросы могут кардинально изменить наше понимание истории и происхождения различных народов древности. С каждым новым открытием интерес к этому загадочному месту продолжает расти, подогревая надежду на скорое раскрытие всех его тайн. Исследователи столкнулись с загадочными символами, вырезанными на стенах подводного города, которые уже стали настоящей сенсацией в мире археологии. Эти символы представляют собой сложные геометрические формы и изображения, которые, казалось бы, не связаны с известными языками. Ученые обнаружили, что эти изображения имеют сходство с символикой древних управленческих систем, что может указывать на существование развитой бюрократии и социальной структуры в этом подводном городе. Некоторые из символов напоминают схемы и чертежи, возможно, описывающие инженерные сооружения, которые когда-то существовали здесь. В процессе изучения символов внимание также привлекли изображения, которые можно интерпретировать как карты. Эти карты, возможно, показывают не только планировку города, но и его связи с другими центрами цивилизации, которые могли находиться поблизости. Еще одна серия символов указывает на возможные обряды или религиозные практики этого народа, что дает основание полагать, что они имели сложную духовную жизнь. Не менее интересным открытием стали найденные на артефактах изображения, напоминающие нечто вроде древних уравнений или формул, что может свидетельствовать о высоком уровне научных знаний. Все это открывает новые горизонты для исследований и предполагает, что тайна символов может стать ключом к пониманию исчезнувшей цивилизации. Ученые продолжают работать над расшифровкой, надеясь, что она позволит разгадать тайну, скрытую в глубинах океана и которую человечество стремится раскрыть на протяжении веков. Каждое новое открытие лишь подогревает интерес к этому месту, и загадочные символы, возможно, станут мостиком к ответам на множество вопросов о происхождении и судьбе этого удивительного города. Следы исчезнувшей цивилизации, найденные в подводном городе, изменяют наше представление об истории. Один из самых невероятных артефактов — это каменные таблички с изображениями, которые выглядят как сцены из повседневной жизни обитателей города. Эти изображения показывают людей, занимающихся разнообразной деятельностью, от земледелия до сложных ритуалов, что предполагает наличие развитой социальной структуры. Некоторые сцены также намекают на торговлю с другими культурами, что было бы поразительным открытием. Интересной находкой стали и древние инструменты, которые внешне похожи на современные, но отличаются более сложной конструкцией. Один из таких инструментов, найденный в зоне раскопок, вызвал настоящий ажиотаж среди ученых. Он напоминал объект, используемый для медицинских целей, что предполагает наличие развивающейся медицины у этой цивилизации. Анализ материалов и строения показал, что эти инструменты были выполнены с высоким уровнем мастерства. Однако наиболее поразительными оказались записи, найденные в некоем подобии библиотеки. Стеллажи, укрытые многослойными осадками, хранили сотни каменных табличек с письменами.
нами. Первоначальный анализ указал на наличие календарной системы, которая поражает своей точностью, а также описание астрономических наблюдений, не уступающих по качеству современным. Эти записи говорят о глубоком понимании природы и космоса, возможно, опережающем свое время. Такие открытия вызывают восторг среди археологов и историков, так как они разрушают устоявшиеся представления о развитии человеческой цивилизации. Каждое новое свидетельство подтверждает, что эта потерянная культура могла обладать знаниями и технологиями, которые мы до сих пор не можем полностью объяснить. Впереди еще много тайн, которые, возможно, кардинально изменят то, как мы видим прошлое человечества, и дадут новые ориентиры для понимания нашего места в истории. Погружаясь глубже в изучение подводного города, исследователи открывали все больше удивительных фактов о прошлом. Среди руин нашли устройства, которые, как предполагается, могли использовать неизвестные источники энергии. Эти технологии, возможно, применялись для освещения улиц или питания сложных механизмов, найденных среди обломков. Одно из таких устройств напоминало генератор с необычной системой проводников, что озадачило ученых, поскольку пока не удалось понять его точное назначение. Другой поразительной находкой стали остатки структур, предположительно использовавшихся для коммуникации на больших расстояниях. Каменные колонны с металлическими вставками, возможно, служили антеннами или передатчиками, позволяющими жителям города поддерживать связь с удаленными поселениями. Исследователи предполагают, что это могло быть частью системы, аналогичной современным технологиям передачи данных. Огромные архивы данных, сохранившиеся в виде табличек с надписями, продолжают поражать ученых своим объемом и сложностью. Некоторые из них показывают схематичные изображения, похожие на карты будущего, обозначающие топографию мест, которые в то время не могли быть известны. Эта информация поднимает вопросы о том, какими знаниями и предвидением обладали создатели этих карт. Возможно, они обладали представлениями о Земле, которые стали доступны только в наши дни. Наконец, виртуозные математические и инженерные решения, которые были применены при строительстве города, показывают, что для их создания требовались знания, намного превышающие среднестатистические для тех времен. Это открытие подчеркивает, насколько далеко эта цивилизация шагнула в своих познаниях. С каждым новым артефактом исследователи убеждаются все больше, что тайны прошлого могут не только пролить свет на происхождение исчезнувшего народа, но и стать ключом к технологиям будущего. Оказывается, мир древности скрывал в себе будущее, о котором мы только начинаем догадываться. С каждым новым днем исследования подводного города все больше напоминают раскопки не просто древнего поселения, а высокоразвитого мегаполиса, существовавшего вне временных рамок. Обнаруженные архитектурные решения поражают своей продуманностью. Широкие улицы, аккуратные кварталы, системы дренажа и водоснабжения — все указывает на глубокое понимание инженерии. Некоторые постройки обладали признаками модульной структуры, что могло позволять их разбирать и собирать словно конструктор, что немыслимо для известных древних культур. Особое внимание привлекли жилые комплексы, отличающиеся не только сложной планировкой, но и элементами, которые можно интерпретировать как системы климат-контроля или звукоизоляции. Это открытие породило гипотезу о высоком уровне комфорта и технологий, доступных жителям города. Более того, присутствие у каждой крупной постройки специализированных помещений, от архивов до технических отсеков, говорит о строго иерархической и функциональной организации городской жизни. Исследователи также отметили, что расположение города идеально учитывало природные условия. Это могло свидетельствовать не только о продвинутом уровне астрономических и географических знаний, но и о наличии планирования на столетия вперед. Такие открытия вызывают восхищение и ставят под сомнение принятую хронологию технологического развития человечества. Город, скрытый на дне океана, все больше напоминает не останки далекого прошлого, а модель будущего, случайно оказавшуюся в аналах древности. Его создатели, по-видимому, обладали знаниями, которыми мы только начинаем овладевать. Именно это делает каждое новое открытие не только археологическим, но и философским, насколько мы близки к повторению их пути, и не станет ли он для нас неожиданным зеркалом.